Ты забыл или ты не знал? Зная, что... Что неожиданные находки выходят неожиданно. Мужчина, который охотится за золотом на всех пляжах Южной Калифорнии, нашел 3 кольца, 2 из драгоценных металлов и 1 из нержавеющей стали. Say it. Say it. No way. Yes! Платиновое кольцо весом 15,44 грамма. Platinum. Кольцо из 14-каратного золота. I did it again. And he's tailing everybody. А также нашел много монет, необычную чайную ложку и машинку Hot Wheels. Hey, play with some cars while daddy goes surfing. Could be why mommy goes surfing. Okay, so I'm here. Мужчина из США, который занимается восстановлением и ремонтом старого американского железа и техники, обнаружил старый никому не нужный экскаватор-погрузчик, который выставили на продажу всего за $600. Мужчина, не думая, сразу же сказал, что купит его. Reverse, steering wheel. Here's our shifter. Looks like we got 4-speed. Несмотря на то, что экскаватор простоял более 14 лет, двигатель все же удалось запустить. Пришлось поменять испорченные шины. На все эти манипуляции ушли сутки. В итоге экскаватор погрузили на прицепе и увезли. Отец с сыном нашли в парке перстень на цепочке 2003 года, который носят студенты и выпускники во знаменование их окончания, как правило, средней школы, колледжа или университета. Oh my goodness gracious. My bucket lister for sure. Oh man. 2003. Still has the pretty stone in it. Oh yes. Starting to grow in it. На перстне были указаны инициалы владельца, поэтому его удалось разыскать и вернуть потерю. Хозяин кольца рассказал, что потерял его 15 лет назад. Oh my goodness. This is great, man. I don't know what to say. You ain't awesome, man. I just can't believe this. Thank you. Appreciate it. Дэйв нашел в реке фотоаппарат Canon 6D. Также посчастливилось найти 18-каратное золотое кольцо и рабочий iPhone 11 в водонепроницаемом чехле для съемки под водой. Finally, I got it, and it's even working because it was in a waterproof case. August 16th, if you can see this right here. I believe that's the day it was lost. Yeah, black iPhone 11. Мужчина, который путешествует по США и миру, исследуя заброшенные места, поднялся на вершину горы Сент-Хеленс через 37 лет после извержения вулкана. Как рассказал мужчина, это было удивительно исследовать. Заглянуть в огромный кратер внизу было для меня поистине удивительным пунктом в списке желаний. Это было самое сложное восхождение в моей жизни, но оно того стоило.
Однако я понятия не имел о невероятных масштабах разрушений, оставленных извержением под горой. Вулкан Сент-Хеленс извергся 18 мая 1980 года с такой силой, что изменил окружающий ландшафт и все в нем уничтожил. Oh wow, check this out. Huge. This is where the driver sat. Найти все искалеченные заброшенные грузовики, которые все еще стоят на стороне графства, и ходить по лавовым туннелям было так же невероятно, как и возможность наконец-то подняться на вершину горы, чтобы увидеть это своими глазами. Американец нашел на пляже с помощью металлоискателя iPhone. Также нашел огромную серебряную цепочку 925 пробы итальянского производства весом почти 113 грамм. Позже в его цепкие и удачливые руки попалась довольно необычная находка – золотые зубы. Так как на них не было никакой пробы, мужчина только после проверки убедился, что это настоящее 22-каратное золото весом 7,1 грамма. Стив Эндрюс из Вирджинии во время очередной пляжной охоты нашел 2 10-каратных золотых кольца с бриллиантами. Первое небольшое кольцо с общим весом бриллиантов на полкарата, о чем свидетельствует маркировка на кольце. I'm loving it though. Clean up a little bit, and I swear I think I see some numbers in there. Второе кольцо – это мужской перстень с кучей бриллиантов. Check this out right here. Oh my God. Oh heck yeah! Diamonds and gold, baby. Woo! Man, that is awesome right there. Также Стив нашел 14-каратный золотой кулон с датой и инициалами, в котором было отломано ушко, на которое крепится цепочка, видимо, по этой причине кулон и потерялся. Мужчина, который занимается скупкой и ремонтом тяжелой техники и не только, с последующей ее перепродажей, приехал посмотреть старый погрузчик, который простоял без дела больше 20 лет. Мужчине позвонили и предложили купить его чисто за символические деньги. На что он ответил, что купит погрузчик, если сможет его завести. Лично я б его купил, даже если бы он и не завелся. Погрузчик можно сдать на металл и неплохо так заработать. Масса такого погрузчика примерно 20 тонн, вот и считайте, можно прикурить где-то больше 8 тысяч долларов в России, это если считать по 32 тысячи рублей за тонну. И от 3800 до 6000 долларов в Украине, это если считать по 5500 и 8500 гривен за тонну. По крайней мере, такие цены за тонну металла выдал мне поисковик в Гугле, если что-то неправильно, поправьте в комментариях. Мужчина отправился с металлоискателем на пляж после 3-недельного шторма в надежде обнаружить много сокровищ и не ошибся, сорвал джекпот. Ему удалось найти часы и 20 колец, из которых 17 с драгоценных металлов, в основном золото, серебро и платина.
Любящие приключения паре Айрин и Эндрю, которая ищет потерянные сокровища на побережье Калифорнии, и за ее пределами на этот раз реально улыбнулась удача. Айрин и Эндрю разделились на пляже, чтобы охватить большую площадь поисков, и Эндрю нашел 18-каратное золотое кольцо с бриллиантами весом 7,2 грамма. Бриллианты потом проверили, они оказались настоящими. На кольце было установлено 150 бриллиантов общим весом в 3 карата. Стоимость такого кольца более 10 тысяч долларов. А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга. Интересное рядом. Пока.